Приветствую всех на канале, я Наталья. Завтра я иду в гости на французский завтрак, и мне захотелось украсить корзину, сшить вот такой красивый чехол. Очень красивая ткань, сразу напоминает Париж, лавандовые поля и, конечно, Эйфелеву башню. Шить его очень легко, но смотрится просто потрясающе. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. И вот моя корзина. И чтобы рассчитать диаметр салфетки, покрывальца, не знаю, как еще назвать, то, что будет здесь внутри, мне понадобится лента. Если у вас есть сантиметровая лента, тоже очень хорошо. И для этого я беру от середины, вот, прохожу по дну, затем поднимаюсь вверх. И здесь уже вот так делаем, кто хочет покороче, кто хочет подлиннее. Я возьму вот так подлиннее, и если мне понадобится, я затем укорочу. И вот это расстояние я отрезаю. И это получается у нас радиус, диаметр у нас будет в 2 раза больше. Здесь у меня получается, конечно, у каждого свой размер, 37 сантиметров, значит мне понадобится 72-74 сантиметра круг. И вот моя ткань уже показывала очень красивый рисунок, и я складываю вдвое, ну и примерно беру вот расстояние, которое мне как бы понадобилось, вдвое, и затем еще раз складываю. Так, немножко неудобно, мне надо сложить в 4. Вот теперь вот таким образом складываю, ну, можно наоборот, чтобы было лучше видно. Вот как бы сложили вот так и затем вот так, и буду отмерять вот этот радиус. Складываем как бы в 4 раза. Вот, сложила ткань 4 раза в 2, и вот здесь у меня уголок. И для того, чтобы у меня ничего не сдвинулось, так очень извиняюсь, камеру затронула, я подколю, чтобы у меня ничего не сдвигалось, когда я буду подрезать. И с этой стороны. И теперь беру свой отрезок, вот от угла отмеряю. Вот здесь у меня как раз получается. Вот теперь вот так отмечаю, вот так отмечаю, вот так. И у меня получится такая круглая салфетка. И вот так. И теперь я все вот эти линии соединю так, где она у меня, вот. Вот таким образом. Вот моя линия подреза. И теперь я просто беру. Здесь у меня, можно сказать, уже с припуском. Если вы хотите как бы больше, длиннее, то делайте припуск. Я взяла как бы сразу с припуском, чтобы потом ничего не добавлять. И вырезаю по своим размерам. Вот таким образом. И вот такая салфетка у меня получилась. Для обработки можно использовать косую бийку, можно просто подогнуть. У меня как бы по цвету не совсем подходит, поэтому я, наверное, буду просто подгибать. Но прежде чем подшивать, мне надо сделать разрезики. Для чего они нужны? Для того, чтобы вот здесь, когда наша салфетка будет подходить к ручкам, как бы отсюда, здесь она идет цельная, а отсюда идут такие разрезики. И как мы это делаем? Берем эту же ленту от середины, вот как мы с вами мерили, нижнюю часть, и вот до сюда. И смотрим, сколько же нам надо. И сейчас будем откладывать от середины вот это расстояние, чтобы сделать с двух сторон разрезы. Я снова сложила салфетку, как мы вырезали, в 4. И с одной стороны вот так вот беру и отмечаю, откуда у меня будут идти разрезы. С одной стороны
И с другой стороны. Можно даже заколоть, чтобы это лучше было видно. Отметить. Чтобы не потерять вот эту отметку. Теперь разворачиваю и прямо вот таким образом отрезаю до вот этой отметки. Вот разрезы получится с одной стороны. Так, вот. И с другой стороны. Так, вот моя отметка. Так, сейчас еще раз выровню, посмотрю, все ли ровно. Да, вот. И также подрезаю вторую часть. Как я уже говорила, можно косой бейкой, а можно как я. Я буду просто подгибать. Сначала заутюжу небольшой отрезок, второй раз вот под углом, и вот так буду прошивать. Именно когда салфетка будет в корзинке, вот этого совсем не будет видно. И что я теперь буду делать? Каждый вот этот кусочек, вот с этой стороны будет примерно 5 миллиметров, и вот так наискосок я буду заутюживать один раз и второй раз. И затем уже буду вот здесь обрабатывать тоже 5 миллиметров и еще 5 миллиметров. Сейчас я это сделаю и вернусь к вам. И вот хочу показать, я 5 миллиметров заутюжила, вот так, исходя на нет, и еще раз. И также поступила со второй стороны. И буду прошивать вот по этому краю до конца и вот сюда. И также поступаю со второй стороны. И сейчас я взяла небольшой отрезок ткани, сложенный вдвое, чтобы настроить шов машинки. Шов я настроила, примерно у меня идет 3,5 миллиметра. Я подобрала вот такие ленточки, они у меня 5 миллиметров. И примерно на середине вот этого разреза я заправлю и подошью ленточки. Это для того, чтобы завязать как бы на обратной стороне корзинки. Делаю с одной стороны, я прямо вставляю вот в этот шов. Ничего тут мудреного такого нету. И когда буду прошивать, это все закреплю. Вот что получается. И эти вот будут завязываться с лицевой стороны. Можно нашить на лицевую сторону, но ничего тут мудрить не надо. Не могу закрепить камеру и шить. Ну вот я под иголку пустила, сделала закрепочку, поменяла иголочку вот в такое положение. Многие рукодельницы, кто шьет, знают, чтобы не вот так, а именно чтобы прошла иголочка. Я имею в виду вот это, просто перекалываем. И сейчас прохожу строчечку вот здесь, провожу, разворачиваюсь и иду в эту сторону. Попробую одной рукой держать и второй шить. Вот, медленно попробую. Вот по самому краю прохожу. Вот иголочка спокойно прошла. Надеюсь, вам видно все. Так, теперь вот эту иголочку убираю, она мне мешает. И здесь как бы прохожу, вот так свожу на нет. Так, конечно, лучше это делать двумя руками. Нет у меня подставки, которая может это показать. Вот, я дошла до угла. Сейчас я развернусь и буду дальше шить. Ну вот, можно увидеть, я развернула. И теперь немножко вот так натягиваю. Так, ничего не вижу. Так, иду дальше. Вот по краю, по самому краю. Так, иголочку надо переколоть. Сейчас вернусь к вам. Ну вот, я шью дальше. И здесь делаю закрепочку. Вот у меня у машинки вот такое есть. Назад и вперед. И вот что в итоге у меня получилось. Все очень аккуратненько. Да, многие, наверное, скажут, можно это делать и по-другому. Можно, но я не заморачиваюсь. Вот так можно все украсить. И все будет аккуратно. Также поступаем со вторым разрезом. И вот у меня получились такие разрезы. И отсюда вот выходит вот этот ленточка. И здесь будет завязываться бантик, когда лента будет, когда вот эта салфеточка будет на корзинке.
И теперь обрабатываем низ. Обрабатывать низ я буду просто подгибать 2 раза. Один раз примерно 4 миллиметра заутюжу, и затем второй раз. И проложу строчку. Вот я заутюжила 5 миллиметров с одной стороны и с другой стороны. И при работе, когда мы заутюживаем, начинаем именно вот с этой стороны, ну, со стороны разреза. Идем на середину и со второй стороны снова со стороны разреза, чтобы здесь выровнять, чтобы не получилось у вас вот смещение, и это будет торчать. И сейчас заутюжу второй раз. Также вот с этой стороны начинаю до середины и со второй стороны, чтобы у нас получились вот эти края ровные. 2 раза по 5 миллиметров я подогнула, и сейчас просто пущу строчку по всему краю. Неудобно, конечно, держать камеру и снимать. Вот я уже шью. Не забываем про закрепки в углах. И просто так сейчас вот. Примерно 1 миллиметр от края я делаю шов. Немножко натягиваю и продолжаю шить. Готовое изделие еще раз отутюживаем. Посмотрите, получилась ровная, красивая строчка на расстоянии 5 миллиметров от края. И сейчас всю свою салфеточку готовую как бы отутюживаю. И вот что у меня получилось. И давайте примерим. Я беру корзиночку и вот разрезами укладываю салфеточку вот таким образом. И выравниваю низ. Укладываю. Здесь складываем складочки. И вот эти боковинки мы завяжем. Здесь я сильно не затягиваюсь. Главное, чтобы у нас все закрепилось. С одной стороны и с другой стороны. И затем уложу красивые складочки. Предварительно у меня все выглядит вот так, чтобы у меня никуда ничего не убегало. И я сложу красивые складочки. Я пока возьму свои гантели. И вот, видите, вот я так вот складываю красиво. И очень хорошо смотрится. Здесь в одну сторону и здесь в другую сторону. Когда я буду делать декор, здесь еще возможно использовать ленту и все это обвязать вокруг, и тогда сделать бантик или какой-нибудь другой декор. Ну, вот, примерно я уже все сложила. Вы видите, как красиво смотрится в корзинке все это. И здесь уже можно укладывать пасхальные яйца, кулич и другое что-то. И по цвету можно подобрать и все это завязать. И также, если вы хотите, можно обработать ручку лентой в цвет декора. У меня эта корзинка будет еще с цветами. На одной стороне буду декорировать цветы. И, конечно, обязательно поделюсь готовым результатом. А на сегодня все. Надеюсь, вот такой мой спонтанный урок был полезен, вам понравился и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Совсем скоро встретимся, покажу продолжение. Пока-пока.